женственность – это не про молодость, это про вкус к жизни, наслаждение собой. И вот это наслаждение собой – это не эгоизм, это забота. Здоровье у нас в приоритете. Настало время серьезно отнестись к себе. Регулярные обследования, не ленитесь, это важно. Физическая активность, хотя бы легкая зарядка, лучше с гантелями, или ходьба, или бегать. Но если бегать не любите, то купите тренажер в виде велосипеда и, например, использовать его не как вешалку, а поставить на балкон, террасу или у окна и ездить. Но лучше, конечно, если умеете кататься по-настоящему в лесу. Делайте безопасные практики для гибкости, силы и суставов. Для нас важно сейчас правильное питание. Не для красоты, хотя и для нее, но больше для качества жизни. Сейчас мы вкладываемся в свое будущее, чтобы оставаться активной и энергичной долго. Голодайте коротко, очищайте организм. У меня, кстати, в плейлисте «Сухое голодание» найдете массу информации подробной. Я считаю этот способ омоложения самым эффективным, простым и бесплатным. Я делюсь там очень подробно. Посмотрите. Потом вы можете ходить на теннис или плавание, или йогу, но и очень просто заниматься дома перед экраном. Масса упражнений в свободном доступе, и вам инструктор показывает, как делать. Вы просто повторяете за ним. Но ведь немногие это делают, да, хоть и просто. Мотивация оставаться в форме всегда и подавать пример другим. Поговорим о финансовой и личной свободе. Многие женщины после 50 уже не обременены маленькими детьми или карьерной гонкой. Это время, когда можно сменить профессию, начать свой бизнес, путешествовать или учиться новому. Возраст не ограничение, в данном случае это ресурс. Мало того, даже если у вас есть дети и внуки, можно и новую профессию освоить, и имидж поменять, и бизнес открыть, и зарабатывать. Но для этого нужны знания, идти в ногу со временем, а самое главное – здоровье. Некоторые скажут, мне уже ничего не хочется, и я знаю таких, оставим их обсуждение сейчас. Но если вам хочется что-то кардинально поменять, делайте, не слушайте никого, кроме себя. Ничего не откладывайте на потом, но и не суетитесь и не торопитесь. Не завидуйте тем, кто вам кажется имеет успех. Никогда не знаешь реальную картину положения дел чужого человека. Вот сконцентрируйтесь на своем деле, станьте мастером. Дилетантов на свете, как показывает практика, хватает. Теперь поговорим о социальных связях и вдохновении. Жизнь насыщается, когда рядом друзья, единомышленники, семья. Не бойтесь расширить свой круг общения, даже если вы интроверт. Вступайте в клубы по интересам. Вы даже можете внезапно найти человека для романтических отношений. Вот все возможно. Часто слышу, как начинают спрашивать про отношения в семье, в интервью или про секс. И значит, ответы такие, как у всех. Или какую-нибудь свою версию выдают, хотя сколько пар, столько и разнообразия отношений существует. Обычно это говорят те, у кого проблемы, и им очень хотелось бы верить, что и у всех так. И еще вот пример. Если ваш муж не любит активные поездки, выставки, экскурсии и так далее, найдите себе подругу или кого-то, с кем вы можете это делать в удовольствие, а вам не придется выслушивать нытье, допустим, человека, которому это совершенно неинтересно. Сейчас все стало намного доступнее. В Германии, например, одинокие ищут людей по интересам и ходят в походы или на концерты, или путешествуют. Главное, чтобы всем было это все в удовольствие. Самореализация и творчество, писательство, живопись, садоводство, блогинг, волонтерство. В этом возрасте у женщин появляется время и мудрость, чтобы творить и делиться с миром. И это вдохновляет. Я уже кучу реальных примеров в других болталочных видео приводила. Вы можете работать вообще в другой отрасли, было бы желание. Но и смелость нужна, конечно, не все люди смелые, а то, что вы ничего не хотите, например, как моя знакомая, кроме пенсии, ничего не делать и не знать больше ничего, говорит о проблемах со здоровьем. Поэтому первым делом самолеты, то есть здоровье, и все остальное потом.
Мне через пару лет 60, у меня интерес вот ко многим вещам с возрастом никуда не делся. Я только понимаю все яснее, что многого мне не узнать, а очень хочется побольше разбираться в некоторых вещах. Внутренняя уверенность – это лучшее украшение. Поговорим о красоте и антивозрастным уходом за телом. Что действительно помогает телу выглядеть моложе? Проверенные методы, которые работают. Поехали. Почему тело вообще стареет? Мы все знаем, что со временем кожа теряет коллаген и эластин, замедляется обновление клеток, снижается уровень гормонов. И это видно не только на лице. У кого-то больше, у кого-то меньше, но тем не менее руки, шея, декольте, ноги – все нуждается в уходе. Но хорошая новость в том, что многое можно замедлить или даже немного повернуть вспять. Главное – знать, за что браться. Увлажнение, мое мнение, основа основ. Если вы делаете только один шаг, пусть это будет увлажнение. Сухая кожа быстрее теряет упругость, выглядит тусклой и состарившейся. Что работает? Средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной. Регулярное использование молочка или лосьонов сразу после душа. Масла, вазелиновые средства на ночь для рук, пяток, стоп. Лайфхак: кто может, спите в хлопковых перчатках или носочках после нанесения крема. Это реально работает. Я, например, не могу этого делать, спать ни в чем. Даже иногда хочется наклеить тейпы на некоторые места, и то мне жарко становится, и хочется их сразу снять. Ретинол и кислоты использовать не только для лица. Ретиноиды и кислоты прекрасно работают на теле. Они разглаживают кожу, осветляют пигментацию и повышают синтез коллагена. Примеры, например, лосьоны с ретинолом использовать. Или вот, например, у нас в Германии продаются капсулы с ретинолом. Я вот, например, на локти использовала, на лицо еще нет. Надо попробовать. Кремы с кислотой использовать. И важно начинать с малого. Наносить это все через день. И рекомендуется, вот косметологи рекомендуют, обязательно использовать SPF, если открытые участки. Скажу честно, я не пользуюсь уже кремами с защитой. Они, на мой взгляд, вредные. Но если вы пользуетесь ретинолом или кислотой, то на солнце нельзя выходить. Пользуйтесь этими средствами, если вы дома, или пасмурно, или на ночь. Далее, физическая активность. Выше я уже говорила, но это важно, правда. Я вижу, как люди в возрасте 70-80 лет, которые мало двигаются, прям костенеют. Упражнение – это натуральный лифтинг. Физнагрузки увеличивают приток крови к коже. Например, можно во что-то играть, типа волейбола, или пойти на танцы. Вот вы видели, какая вот красивая кожа у танцоров. Я всегда обращаю на это внимание. Физнагрузки стимулируют выработку коллагена, помогают сохранить мышечный тонус, а значит и упругость кожи, плюс лимфодренаж и борьба с отеками, особенно если вы подключите массаж или самомассаж. И вот смотрите, защита от солнца – это не шутка. Солнце – главный враг молодости кожи, и это не только про лицо. И что делать? Многие предлагают, как уже говорилось, наносить SPF на шею, грудь, руки, все, что там, ноги на солнце находятся. Я этого не делаю. Вы, конечно, будете делать, как вы хотите. Но я считаю, лучше использовать одежду, например, из льна с рукавами, или прятаться в тень. Даже 15 минут в день без защиты, и кожа стареет быстрее. Ну вот пример, я люблю факты. Я обожаю побыть на солнце подольше, меня это заряжает. Я выросла в жаре, и мне прямо не хватает солнечных лучей. И я не вижу, чтобы кожа выглядела старой. Ну, у всех кожа разная, так что ориентируйтесь на себя. Мягкое очищение. Жесткие скрабы и щетки – это вред, особенно для возрастной кожи. Надо их заменить на мягкие пилинги с кислотами, если нужно. Сухой массаж щеткой раз в неделю. Нежные гели без всяких там сульфатов. Я лично не делаю ничего из этого, не вижу необходимости, но слышала очень хорошие отзывы об этих процедурах. Вот поделитесь, сколько вам лет и что вы делаете. Далее, питание и добавки. Кожа – это отражение внутреннего состояния. Что работает? Белки, омега-3, витамин С, Е в меру. Коллагеновые добавки можно добавить. Важно не надеяться только на добавки. Они дополняют, но не заменяют правильный уход.
Я разные витамины пью понемногу и чередую их. Можно добавить обертывание и массажи. Это не чудо, конечно, но они полезны. Вспоминаем о моих видео про кратковременное голодание. Это эффективное средство омоложения, оздоровления без материальных вложений. Регулярность важнее средства. Можно купить самые дорогие кремы, но без системы толку никакого не будет. Секрет в регулярности. Сделайте это рутиной утром и вечером, как чистка зубов. Знаю, что некоторые женщины не делают простых, легких и элементарных вещей, а это реально улучшает внешний вид. Вывод, что действительно работает. Увлажнение. Следите за продолжительностью солнечных ванн. Ретинол и кислоты для кожи используйте, физнагрузки и массаж. Питание плюс при необходимости дополнительные профессиональные процедуры. Настоящее сияние изнутри приходит, когда ты по-настоящему знаешь себя. Что на самом деле делает женщину красивой после 50? Не морщин меньше, не идеальная кожа, а то, как она смотрит на себя, как она несет себя в этом мире, как идет, как улыбается, как говорит, спокойно, без суеты.